Привет, дорогой зритель, рад видеть на своем канале. Сегодня хочу оставить такой маленький видеоотзыв про лак фирмы BassLack. Стоит ли он своих денег и подходит ли он вообще для гаражников. Так как у меня условия тоже не камера, бокс просто обычный. Итак, про сам лак. Он идет как и HS, так и МС. То есть у нас будет HS. Разводится он 2 к 1 и 10% разбавителя. У нас стандартный разбавитель. Фасуется он в килограммовых и более выгодных, таких 5-литровых. Наносить мы будем китайским пистолетом с дюза 1.3 фирмы Stealth, по-моему, маркировка 901 системы LVMP или LVMP, как удобнее или как правильнее, даже не знаю, напишите в комментариях. Итак, капот у нас загрунтован. Сейчас наносим базу и кроем лаком. Забегая вперед, хочу сразу сказать, что лаком я доволен. Цена-качество, в принципе, огонь, блеск хороший, растекается тоже отлично прям. Если бы не название, кто в техничке, называется просто лак универсальный, написали бы лак премиум, добавили бы 500 рублей в цене, и народ бы покупал бы и говорил бы, что это премиум. То есть называется просто лак универсальный. По факту лаком я доволен, пользуюсь им, цена-качество меня устраивает. Итак, наносим базу и красим, вернее кроем потом лаком. Кроется он в 2 мокрых слоя. Если больше накидывать, то может уже закипать и больше не надо. В принципе, в 2 полноценных мокрых слоя достаточно дает хороший глянец. Между слоями сушка при температуре 20 градусов где-то минут 20. Итак, накидали базу, приготовили лак. Лак абсолютно кристально прозрачный, вообще не желтит ничего. Лак у нас, повторюсь, HS 2 к 1, 10% разбавителя, ну правда получилось чуть-чуть больше. По нанесению 2 мокрых слоя, 2 полноценных мокрых слоя. Посадить на нем подтек, ну, практически нереально. Не, можно, конечно. Я думаю, любым лаком можно подтек подсадить. Для новичков подходит, в принципе, идеально. Цена-качество идеально. Итак, приступаем к нанесению лака. Пока я накидываю первый слой, вставлю видео. У меня уже капот, вернее крылья и бампер покрашены. Можно будет пока посмотреть, пока еще буду накидывать. Раз уже зашел разговор за пистолет,
пока там база сохнет. Нашел такую коробку от него. Вот она, маркировка Stealth. Идет у него два свопа сменных. 1.1 и 1.3. 1.1 никуда не ставил, до сих пор там должна, кстати, лежать новая. Вот она и лежит. В двух словах про данный пистолет. Покупал я его порядка 5 лет назад. Уже много перекрасил машинам. Цена-качество, в принципе, справляется со своей задачей. Тут даже вот ценник еще остался. Видно. 21.06.15. То есть уже прошло 6 лет. Ну, в принципе, начинает, конечно, да, уже потихоньку умирать. Начинают появляться полоски и чуть-чуть шахматить. Ну, в принципе, за свои 5 лет он давно себя уже оправдал, купил. Купил бы я себе такой бы еще раз? Ну, скорее всего, да. Вот. Итак, накидал первый слой. Буквально вот минута прошла, такой пистолет положил. По поводу тумана. Туман на самом деле небольшой от лака, что не может радовать особо в маленьких помещениях, то есть типа гараж, где нету приточки, отточки. Итак, по самому лаку, то есть шагрень еще как бы такая немного страшненькая, она не поднатянулась. Сейчас пройдет буквально минут 10, и он такой более будет красивый. Мусор, естественно, присутствует, от него никуда не деться. По глянцу, то есть вот он уже начинает натягивать шагреньку, убирает ее. Итак, друзья, второй слой готов. Тумана, как видим, минимум. Мусора, как видим, максимум. Шагренька, в принципе, уже отличная. Она еще сейчас за ночь поднатянется, будет покрасивее. Было бы, конечно, еще красивее, если бы капот был бы в горизонте. Вообще можно было бы залить прям в стекло. Ну, в принципе, под полировочку нормально, потому что там все равно мусор есть. А так у нас, в принципе, глянец уже и зеркальце уже, то есть получается. В общем, в двух словах. Лак однозначно рекомендую. Работать с ним хорошо. Результатом 100% останетесь довольным. В общем, как-то так. Пока пистолет мыл, прошло вот минут 5. Освещение в боксе немного приглушил. По шагрени видно, что уже поднатянулось. Уже чуть-чуть даже получше, чем было буквально 5 минут назад. То есть более уже красиво, приятненько. Такая прям глазурька симпатичная. В общем, лак за свои деньги однозначно кайфовый.